Приветствую, дорогие друзья! Сегодня поговорим об интересных часовых мини-фрезерных станках, произведенных в Советском Союзе. Бытует мнение, что дизайн почти всех станков данного типа был скопирован со станков зарубежных производителей. Однако эта информация не точная, да и значения особого это уже не имеет. А начнем мы с одного станка, который был весьма распространен в то время, но и сейчас встречается не реже, NO800. Данный станок выпускался в 80-е годы и предназначался для выполнения точных фрезерных операций, что дало возможность использовать его в приборостроительной промышленности. Станок по праву назывался универсально-фрезерным, так как имел широкие возможности как вертикальной, так и горизонтальной фрезеровки. Для этого стойка шпиндельной бабки снималась с направляющих станины, и на ее месте крепилась вертикальная головка в горизонтальном положении. Перемещения осуществлялись при помощи рычагов, кроме продольного перемещения стойки и поперечного перемещения стола, которые двигались при помощи винтовой передачи. Между шпиндельной бабки и стойки находился механизм поворота шпиндельной бабки на определенный угол. Непосредственно рабочий стол имел круглую форму и крестом расположенные ТПЗ. Стол имел возможность поворота на нужный градус, а точность этого предоставляла шкала, выбитая на обухе стола. Конечно же, была и фиксация. Все перемещения оснащались переставными колодками с упорными винтами, что существенно облегчало работу при фрезеровке однотипных деталей. Привод шпинделя осуществлялся при помощи круглоременной передачи. А для натяжки данного ремня с левой стороны находилась специальная стойка со шкивом. Габаритные размеры 650 на 610 на 770. Весил всего лишь 71 кг. Оснащался двигателем на 250 Вт. Немного ранее, в конце 70-х годов, на том же Минском часовом заводе выпускался также и станок F2A, который конструктивно был весьма похож на предыдущий станок и предназначался для тех же целей. Однако были и существенные отличия. Суппорт шпиндельной бабки, в простонародье сапог, имел немного другую форму. Вертикальная часть направляющих была длиннее, винтовая передача была только на продольном перемещении суппорта. Остальные движения осуществлялись при помощи рычагов. Отсутствовал также механизм наклона шпиндельной бабки. Есть отличия и в конструкции стола. Остальное все было идентичным. Устанавливался двигатель чуть мощнее, 270 Вт. По размерам почти так же, как у NO800, но чуть выше. Еще раньше, в 1963 году, на московском заводе МАМТ начинается производство фрезерного станка С-169, весьма необычной конструкции. Однако, несмотря на его маленький размер, он обладал уже более привычными маховиками управления с винтовой передачей на всех осях перемещения. Также можно было снимать суппорт шпиндельной бабки и крепить шпиндель в горизонтальном положении. Позже появилась также возможность наклона стола. Привод шпинделя осуществлялся при помощи двух ремней, благодаря чему достигалась возможность перебора скоростей вращения шпинделя в широких пределах. В комплекте со станком шла и тумба, на которой крепилась электрика. Однако данная тумба увеличила и вес станка, который составлял 168 кг. Габариты при этом были 620 на 500 на 1200. Устанавливался двигатель на 600 Вт. В эти же годы на Средневолжском заводе создается весьма редкий станок F157M. Уникальность конструкции состоит в том, что двигатель крепился в саму станину. При этом достигалась максимальная компактность станка. Вращение передавалось непосредственно от шкива двигателю к шкиву шпинделя через
натяжитель. Стойка шпиндельной бабки не снималась, как у предыдущих станков, и была влита в сам корпус станка. Для реализации сверлильных работ существовала ручка, которая перемещала шпиндель в вертикальном направлении. Несмотря на маленький размер, станок оснащался двигателем на 180 Вт. А на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.